Сюрпризы февраля для вас у нас будут сегодня. Добро пожаловать на канал Гадание Таро онлайн, уважаемые гости, зрители, многоуважаемые подписчики канала. С вами ваш личный таролог Анна Зверева. Для вас сегодня работает колода Таро Нефертари. Итак, сюрпризы февраля для вас. Аркан влюбленные. Это символ необходимости сделать какой-то выбор. Очень часто так получается, что наконец-то встанет острый вопрос в феврале, когда вам придется выбрать. Мы сейчас достанем, из чего же вам придется выбирать или что вам придется выбирать. Возможно, это что-то, что вы давно уже ждали, и наконец-то оно появится в феврале. Возможность такая, да, что-то сделать. Но аркан влюбленные, он еще и несет главную смысловую нагрузку нашу, не второстепенную, скажем так. Это любовь. Поэтому у кого-то из вас проиграется ситуация новых отношений, прекрасных отношений. Это неудивительно. Февраль – это у нас первый месяц любви, когда мы отмечаем День Святого Валентина, День всех влюбленных. И очень может быть, что как раз до этого самого февраля и состоится это прекрасное событие, придет любовь в вашу жизнь. Второй момент или первый момент, о котором мы говорили, это возможен момент выбора, который станет перед вами в феврале месяце. Мы сейчас посмотрим, чего будет касаться этот выбор. Все-таки он будет касаться отношений. Мы отбрасываем, наверное, по этому сюрпризу все смысловые нагрузки и останавливаемся на отношениях. Но дело в том, что пятерка кубков, она несет, да, это про любовь. Это про хорошие отношения, это про то, что удача вас будет ждать на этом пути. Может быть, вы хотите любви, но у вас давно не получается, не складывается. И вот удачное стечение обстоятельств, когда вы познакомились с интересным, хорошим человеком. Это хорошая смысловая нагрузка пятерки кубков, когда взаимная любовь. И все хорошо, и все прекрасно. Но у этой же карты есть и отрицательная смысловая нагрузка, но нельзя ее назвать однозначно отрицательной. Отрицательность или неприятный момент состоит в том, что в этих отношениях, хоть и будет все хорошо, но развиваться они будут так, что уже пришло время вам серьезно относиться к тому человеку, с которым вы познакомитесь. То есть этот человек вам будет послан по судьбе, судьбою для хороших, стабильных и длительных отношений. Но с вашей стороны вот отрицательность момента, да, горечь может быть для кого-то, будет то, что вам нужно будет брать на себя ответственность за эти отношения. То есть это не поверхностность, она не получится так в феврале месяце, не получится поверхностно относиться к новому человеку, не получится поверхностно отнестись к любви в феврале месяце. Это будут серьезные отношения, это будут те отношения, которые с вами будут тянуться достаточно длительный промежуток времени. Конечно, любой расклад – это не вердикт. Это тенденции, которые нам показывает Таро. То есть у вас состоится знакомство с этим человеком. И отношения будут серьезные. И он будет серьезно настроен. Но такой же серьезности потребуется и от вас на февраль, в этих отношениях, извините. И вот эта горечь. Возможно, вы не будете настроены на то, чтобы, скажем, что-то развивать. Будут проблемы, может быть, у вас какие-то вопросы какие-то будут возникать, карьерой, может быть, вы будете заняты, или бытовыми какими-то моментами. Но
Ну вот не будете настроены. Давайте посмотрим, почему вы не будете настроены. Финансовый вопрос вас будет интересовать, извините, и это будет стоять в приоритете у вас. И новые отношения, ну если смотрит мужчина, это новые расходы, а если смотрит женщина, то это тоже новые расходы, но уже расходы на себя, может быть, к которым вы не будете готовы. У вас будут планы, у вас будут серьезные проекты, именно финансового порядка на февраль месяц. И отношения вы можете из-за того, что погрязнете в этих финансовых делах, да, важных и, кстати, приятных финансовых вопросах, вы можете отодвинуть на второй план. Давайте посмотрим еще. Аж 2 карты хочет к вам. Какие сюрпризы вас ожидают в феврале? Во-первых, первый момент. Это что-то может быть, что тянется из вашего прошлого какой-то период времени. Деловые вопросы, деловые аспекты, которые очень долго не решались. Вот колесо фортуны сразу нам подсказочку идет. Судебные, может быть, у кого-то дела, а у кого-то могут быть дела, скажем, с переездом связаны, бытового вопроса дела. Ну, у каждого из вас реализация своя, да, будет. Но дело в том, что они как-то не решались у вас. Они стояли. Полная стагнация в этом вопросе была. В карьере то же самое, вполне возможно. Январь месяц, может быть, мертвый был, а может быть, у вас вообще был длительный мертвый сезон, когда все было очень плохо. Не могу сказать, что сразу февраль, извините, принесет вам такой толчок, или февраль сразу вам даст какой-то рывок в каких-то вопросах. Рывка не будет. Будет постепенное, но очень уверенное налаживание ситуации в деловых вопросах, в карьере, в бизнесе, может быть, у кого-то. И вот прелесть этой ситуации будет в том, что все, что не шло, и все, что стояло долгое время или недолгое время, благодаря колесу фортуны начнет закручиваться. Вот понятно, почему любовь отходит на второй план, потому что здесь появились новые шансы, здесь появились новые возможности, здесь наконец-то сдвинулось у кого-то что-то с мертвой точки, судебные вопросы решились, с переездом, может быть, наконец-то что-то начинает решаться, с делами бытового характера, ремонт наконец-то начинаете делать, дошли руки до ремонта и так далее. И самое интересное, что вот множество счастливых стечений обстоятельств и множество таких счастливых толчков вам судьба преподносит в феврале месяце в деловой вашей сфере. И, конечно же, весь фокус внимания будет направлен на это, на то, что, на что было уже потрачен был какой-то человеческий ресурс. А не получалось, а не шло, а не двигалось. И тут вдруг все получилось. Ну, конечно, отношения вы немножко отодвинете на второй план. Но можете упустить. И влюбленные говорят об этом же. Вот здесь нужен будет приоритет. Нужен будет ваш приоритет. Что для вас важнее? Любовь или то, что здесь у вас произойдут такие счастливые перемены, действительно счастливые перемены. Вот Таро говорит, нужно разобраться в этом вопросе, и нужно с приоритетами разобраться. Вы здесь можете упустить, и вы здесь можете упустить. И, наверное, нужно найти золотую середину. Такая идет информация, чтобы и здесь все осталось с вами, и здесь у вас не был упущен шанс, и колесо фортуны не прокатилось мимо вас. 10 мечей. Она говорит о смене, кардинальной смене в вашей жизни, когда уходит весь балласт, все, что мучило, и все, что болело, и все, чем болела ваша душа. Боль уходит в феврале месяце. Ненужное все уходит, гири тяжелые, тяжесть с души уходит. И вместо этого приходят возможности новые. Да, они будут связаны с переживаниями, но это уже будут переживания приятные. Это уже будут переживания, которые ведут вас к счастью.
Шестерка мечей – символ расточительства, значительного, а у кого-то из вас это может сказаться как незначительное, но расточительство вашего человеческого ресурса, когда вы нервничаете. Вот чтобы все получилось, здесь все хорошо, здесь все сдвинулось с мертвой точки, здесь уходит боль и переживания с одной стороны, да, что ничего не получалось. Но на место этих переживаний могут прийти новые переживания. Например, связанные с тем, что как бы не наступить на те же грабли еще раз, а вдруг это ненадолго, вот десятка мечей, которая уберет балласт из вашей жизни. Но хочу сказать еще, что десятка мечей может принести сразу и множество неприятных моментов. Например, уход с работы, внезапный уход с работы, а впереди как бы нет перспективы конкретной. Сокращение, например, и переживания на этот счет. Боже, что же я буду делать? Как же ж мне жить? Но в том-то и прелесть десятки мечей, что она Плутоном освобождает. Плутон – планета-разрушитель, планета, которая отбирает, может быть, в какой-то момент у нас все. Но для чего отбирает? Чтобы новое принести, чтобы революцию сделать в вашей жизни. И может принести десятка мечей эти переживания, потому что вы не знаете, что дальше делать. Но она нужна будет вам в феврале месяце для того, чтобы зашло новое в вашу жизнь. Что новое вместо десятки мечей зайдет в вашу жизнь. У вас две карты и два старших аркана сами попросились в этот расклад. Аркан Дьявол, символ финансового успеха. Почему дьявол финансовый успех? Потому что все, что материально, по мнению Таро, это все дьявольское. Таро – инструмент духовный. И, конечно же, все материальные прелести, которые мы очень любим и к которым мы все стремимся в этом физическом теле и физическом воплощении, конечно, для Таро неприемлемы. Но именно это войдет в вашу жизнь после десятки мечей. Но хочу уточнить, что десятка мечей у кого-то может отыграться просто уходом боли, а у кого-то она может откликнуться на той же потере работы. Просто чтобы вы знали, да, что здесь у нас общий расклад. И у каждого из вас это немножечко может по-разному срезонировать. Так вот, это материальное придет на место этой десятки мечей. Если это потеря работы внезапная, боже, как тяжело, такое время у нас сейчас сложное, я не знаю, что мне делать дальше. И тут же по колесу фортуны, которая, кстати, никуда не делась в том же феврале месяце, вам придет счастливый случай, который принесет с собой дьявол. Что это за счастливый случай? Для кого-то из вас это предложение о более интересной работе, а кто-то из вас рискнет серьезно, да и откроет свое дело, очень удачное дело. Но я хочу обратить ваше внимание на аркан справедливость, который всегда говорит о том, что мы получаем по заслугам своим. И по заслугам вашим пришел вот этот самый материальный дьявол. О чем здесь идет речь? Что даже если у вас случится неприятное событие по десятке мечей, по судьбе вам будет финансовый и материальный успех. Поэтому не держитесь за старое и изгнившее, говорит Таро. А вспомните о том, что дьявол, он в принципе-то для нашего физического тела очень обаятельный и очень привлекательный. И это вам по судьбе, иметь эту привлекательность в вашем распоряжении. Ну и давайте последние посмотрим. И опять две карты попросилось. Это и императрица, это и замечательный туз кубков. И что ж, мои дорогие, про любовь мы вот здесь, про любовь забыли, но любовь опять вышла в феврале месяце для вас очередным сюрпризом. Аркан императрица. Суть легенды этого аркана состоит в том, что человек пережил много потрясений в своей жизни, но все он воспринимал как должное, нес на себе такую лямку, может быть, тянул. И в конце концов
Эта простая девушка стала повелительницей всего на земле и под землей. И последний сюрприз, который вам открывает Таро, он все-таки связан с любовью. Он связан с тем, что в вашей личной жизни произойдут грандиозные перемены. В вашей личной жизни вы получите полный кубок любви и счастья. И на этой оптимистической ноте я буду заканчивать свой расклад. Я вам желаю от всей души и любви, и счастья на февраль, и не только на февраль. Храни вас Бог, и до скорых встреч!